Здорово, мои сладкие. Скучали по мне? А я-то как по вам соскучился. Меня бросает из крайности в крайность, с завода на завод, поэтому сегодня у нас на повестке дня Факторио. В этой игруле я полный нубас, поэтому сегодня без челленджей, без хардкора, самый обычный experience от игры со стандартными настройками. Ну, мы в очке. После разбора корабля настало время искать место под основную базу, и рядом было неплохое местечко со всеми базовыми ресурсами. Втыкаем первые твердотопливные буры и базовую переработку железа и меди. С добычей достаточного количества меди открылась первая электроника, а за 50 железа открылась энергия пара. Бежим к реке, втыкаем прибрежный насос, бойлер, паровой двигатель, а затем ведем провода до основной базы. Электричество позволяет мне втыкать первые манипуляторы и не подкидывать в печки вручную. Ставлю печную, подключаю манипуляторы и веду конвейеры до рудника. Ставлю манипуляторы на вывод, и вот уже пошла возня. Такие же манипуляции проделываем для меди. Дальше создаем лабораторию, чтобы получить рецепт красных колб. Первое, что мне захотелось исследовать, конечно же, автокрафт. Бродим минуту из стороны в сторону и получаем рецепт. Втыкаем первый сборщик на шестеренки и сразу же настраиваем логистику, чтобы не создавалось слишком много. Процесс пошел. Дальше ведем медиаху и ставим производство красных колб. Когда колбы на вяленьком потоке, захотелось изучить электрические буры, турели и автоматы. Пока они изучались, поставил производство проводов и электрических схем. Сразу создал себе новенький автомат. Поставил на изучение ремкомплекты и воткнул производство боеприпасов. Мелких буров уже не хватает, поэтому потихонечку стал втыкать электрические. После ремкомплектов пошел радар, затем пошли манипуляторы, воткнул себе один радарчик, он потихоньку в обмен на электричество развеивал туман войны на карте. После того, как я вдоволь изучил различного мусора, поставил на изучение зеленые колбы. Пошли первые нехватки электричества, поэтому ставится второй паровой котелок. Крафт зеленых колб меня неприятно удивил. Но делать нечего, пришлось перестраивать половину производства на базе, параллельно изучил логистику. Вообще я знаю, что в интернете есть полно готовых нормальных схем для фактории, с которыми играть будет полегче, чем с моими. Но я считаю, в этом нет никакого удовольствия. Хочется все-таки самому попробовать все фишки игры. Спустя несколько десятков минут адского разгона жухлых мозговых клеток база превратилась в кишку, но начала выплевывать зеленые колбы. Аккурат в этот момент закончилось исследование стали. Поставил немного на производство. Зеленые колбы на потоке, а значит пора браться за технологии посложнее. Поставил на изучение электроснабжения. Быстро стало понятно, что такая скорость вообще никуда не годится. Даже с двумя лабораториями исследования могут идти по полчаса. Поэтому нужно больше зеленых колб. Электроснабжение изучено. Дальше ставлю твердотопливные двигатели. Пора создавать первую тачку. Поставил первые нормальные линии электропередачи. Как оказалось, движки собираются только на станках, а значит опять надо подгонять под них все производство. Продвинутые станки должны были увеличить скорость создания так нужных мне колб. Расширил заодно производство красных. Прокачал скорость лабораторий, изучил стены, поставил также производство первых кирпичей. Прокачал военную промышленность, а следом за ней поставил военный пакет исследований на изучение. Военные пакеты стоили немало. Делать нечего. Для начала расширяем производство стали, одной печки точно не хватит. Боеприпасы у меня уже производились, осталось только сделать их бронебойными. Подвожу сталь, медь и сами боеприпасы и получаю улучшенную версию. Параллельно с делами по базе изучается логистика, транспортировка жидкостей и автотранспорт. Ставлю производство гранат и стенок. Осталось соединить все это, и мы получаем черные колбы. Наконец, закончено исследование добычи нефти. Но для ее переработки ее надо, собственно, найти. Поэтому крафчу тачку и еду искать залежи. И совсем недалеко от базы нашлось желаемое. Правда, я немного не рассчитал свои силы и лишился транспорта, поэтому домой пришлось топать пешком. Останавливаю тачку и еду зачищать близлежавшие жучиные гнезда. Разведка показала, что рядом с месторождением находится 3 жучиных гнезда. Я был на 100% уверен, что даже не успею начать перерабатывать нефть, как загрязнение до них дотянется. Так что нужно было запасаться боеприпасами и учищать их постепенно. Так как я ебаный криворукий подпивас, то сдох как мусор.
После того, как я фиданул трижды, я понял, что однозначно делаю что-то не так в этой игре, поэтому поставил на исследование различные улучшения на урон и дрончики, а сам начал возиться на базе и перерабатывать первую нефть. Мне открылись на исследование сера, пластмассы, закинул их в очередь. Дождавшись конца исследования, я поехал зачищать оставшиеся гнезда, и несмотря на потерю тачки, я смог отбить свои ресурсы. Решил пока заняться вопросами железной дороги, ведь от нефтяночки надо как-то доставлять ресурсы на основную базу. К тому же в этот момент уже исследовалась сера, и скоро будут готовы пластмассы, а значит я буду их перевозить на свою фабрику. И вот первый поезд уже стоит на станции. Дальше надо было поставить все новые материалы в производство. Для этого тянем электричество до месторождения угля и ведем конвейер до химлаборатории. Далее ведем воду и ставим на производство серу. В итоге все эти ресурсы я вывел складываться в поезд. Настройка оказалась непонятной настолько, что даже пришлось проходить обучение, но в итоге поезд все-таки начал мне возить ресурсы туда-сюда. Захотелось зачистить 2 оставшихся гнезда возле нефтебазы. Фиданул. Дважды. Трижды. Да бля, я не могу нахуй. Это последний, честно. Чудом отбив свои трупы, я побежал ставить буры на железо, чтобы создавать аккумуляторы. Открыл для себя технологию модулей, расстроился, что каждый модуль нужно будет изучать отдельно. В итоге поставил производство кислоты, но для аккумуляторов нужна была еще медь, поэтому я поехал ставить ее производство. Жила была очень близко к последнему гнезду, поэтому его надо уничтожить. Блядство. Если жизнь дала тебе в рот, нужно сглотнуть и двигаться дальше. Именно так я смог зачистить последнее гнездо. И вот когда медяха пошла, начали производиться первые аккумуляторы. Все это я подвел в поезд и буду возить на свою базу. Когда появились аккумуляторы, я наконец-то смог поставить стационарный аккумулятор и посмотреть, как это работает. Дальше в ход пошли солярки, загрязнение распространялось как угорело, и мне хотелось сбавить его темпы, поставив солнечную ферму. На большое количество солярок требовалось очень много электрических схем, поэтому пришлось опять ковырять свою кишку и расширять их производство. Помимо солярок, эти схемы также требовались для новых, продвинутых схем, которые изготавливались из пластика. Также изучил и воткнул лампы по территории базы, чтобы было не так темно ночью. Скорость, конечно, меня расстроила, благо новые схемы позволяли производить модули скорости, которые я воткнул в новый станок. Дальше только исследование синих колб. Пиздец. Ладно, хотя бы все компоненты для этих колб уже производятся на базе. Осталось только вернуть поставки серы через поезд. Параллельно с этим изучил модуль качества, который открыл мне новую механику качества предметов. Насколько я понял, качество выходного предмета зависит от качества сырья, из которого оно изготавливается, и эти модули предназначены вероятнее всего для различных буров и печек. Но как хорошо, что эта механика я не буду пользоваться. Я не буду пользоваться до конца видео. Я создал себе первую портативную солярку для костюма, но заряжать в нем пока нечего. Синие колбы используются везде и много, а создаются их медленно и мало, поэтому занимаюсь расширением их производства. Исследовал ПНВ для своего костюма. Оно может заряжаться от солярок, только вот зарядки в нем на полминуты, поэтому потом придется изучать портативные аккумуляторы для костюма. Также ставлю в очередь очень важное исследование продвинутой переработки нефти. И когда оно было готово, я поехал разбираться, что к чему. Пизда. Новая переработка требовала воду, выводила также нефтяной газ и мазут с дизелем. А это значит, что все, что я тут понастроил, надо сносить к хуям и строить заново. В итоге я настроил промышленную переработку нефти, газ также уходил на производство, а мазут и дизель я пока что сливаю в чан. Съездил зачистить еще пару гнезд, и тут либо я уже перекачался, либо прошлые гнезда реально были аномально огромными, ведь эти я зачистил без труда. После этого несколько часов на базе я занимался всякой хуйней, пока ждал новые исследования. Схема процессоров меня неприятно удивила. Ведь это означает, что мне либо нужно серную кислоту вести на базу, либо вести электросхемы и продвинутые схемы на нефтекачку, либо налаживать производство процессоров прямо на нефтекачке. Я решил для начала попробовать первый вариант, так как мне в любом случае нужны были бы электрические двигатели, а для них надо доставлять смазку на базу. Но перед этим нужно немного нарастить производство продвинутых схем, ну и, соответственно, синих колб. Поставил на свой поезд 2 цистерны и воткнул помпы на станции, а слив пока сделал в баке. Сделал себе также модификацию на костюм на игнорирование конвейеров. Поставил химический завод и начал производство смазки. И вот, когда настал час X,
Смазка пошла в поезд, а серная кислота нет. Надеюсь, знатоки подскажут в комментариях. Делать нечего, пришлось разворачивать кустарное производство процессоров прямо возле нефтекачки. Все необходимое туда уже поступало. Далее надо налаживать производство электродвигателей. Смазка как раз уже накопилась на базе. Когда я уже наладил их производство, то посмотрел крафт желтой колбы. Я просто охуел. Понятное дело, что у моего кустарного производства и близко не хватит ни на одно исследование, и началась масштабная перестройка. Для начала на нефтяной базе я увеличил количество добываемых меди и железа. Затем надо было куда-то деть все скопившееся дизельное топливо, чтобы оно не стопорило производство. Поэтому для начала я поставил производство ракетного топлива, затем увеличил количество станков на производство процессоров. Это позволило мне создать более крутую силовую броню. После чего еще расширил производство ракетного топлива, так как дизель все равно уходил медленно. Это только потом я вспомнил, что дизель можно перерабатывать в нефтяной газ прямо на химзаводе. Но все равно оставил станки, так как топливо все равно пригодится. Дальше каркасы дронов. Аж 4 компонента и скорость производства, блять, мое почтение. Ну, делать нечего, пусть хотя бы производится. Поставил второй станок и воткнул везде модули на скорость. Для желтых колб оставались только конструкции малой плотности. Медь, пластик и сталь. Да вы че, ёбнутые, что ли? У меня так скорость исследования будет. Ну, час надо будет сидеть ждать просто одно исследование. Допустим, на одно исследование 100 штук. Просто вот фичный аккумулятор изучить. 90 секунд. Вот просто соточку колб нафармить на исследование вот одно. Это 3 часа. Какие они исследования дают? Ну, здесь, ну, улучшения в основном всякие. Не вижу, чтобы были какие-то важные лорные предметы. Квантовые процессоры. Ну, квантовый процессор через эти колбы. Сколько? 500 штук. Вот это вот всех колб 500 штук надо. Че, психи? Я не понимаю, о чем мне изучать сейчас надо. Надо ли мне вообще эти желтые колбы красить? Ну, скорее всего, походу, надо. Подожди, а допустим, какие там колбы следующие идут? Фиолетовые. А. Я что, вообще не то, что ли, что-то делаю? Блин, видимо, я вообще не то, что-то делаю. Блять, а зачем я вообще желтые колбы делал? Это что-то типа черных. Это чего-то конкретного. Ладно, насрать. Ставим, пусть по тихой грусти делаются, производятся. Знаете, я своего рода мутант, и как мутант у меня динамическое количество хромосом в теле. Сегодня я гений мысли и повелитель знаний, а завтра амбассадор синдрома Дауна. Моя основная цель на этот видос было запустить ракетку, но я занимался, блядь, чем угодно, но не ее запуском. Конечно, все компоненты, которые я создавал для желтых колб, так или иначе мне понадобятся в производстве ракеты. Но времени я въебал на это, ну, дай боже. Я все-таки доделал производство этих колб и оставил на соточку содержания. Чтобы развеяться, зачистил несколько гнезд в округе. Какие электрические печи, какие модули эффективности, какие нахуй кирешки. Нет, ладно. Игры про автоматизацию это вообще не мое. Убейте меня, просто убейте меня. Я уже не могу. Чё? Так я ракетку уже давным-давно могу пустить, да? Бетончика только не хватало. Да, вы правильно поняли. Я наизучал хуйни всякой и сам запутался в своих исследованиях. Сам не понял, куда качаться, однако мне остается только 2 исследования и сама ракетка. Пока изучались бетон и дрончики, я поставил себе производство электрических печек. Далее мне открылась логистика дронов, и я минут 30 устанавливал дрон-станции и разбирался, как это работает. Теперь дрончики, пока я на базе, пополняют мой инвентарь нужными ништяками. Начал потихоньку устанавливать производство бетона. Когда исследования ракеты завершились, вскрылся неприятный факт, заключающийся в том, что мне нужно по меньшей мере 2000 стали и 1000 бетона. Все остальные компоненты это так, мелочи. Для начала пришлось ставить второй станок на бетон, а следом полностью перестраивать печную. Даже 5 электропечей с 10 модулями скорости делали сталь слишком медленно. Спустя где-то час беготни я смог создать стартовый набор платформы и выделить для ракетки отдельное местечко. Только 10 печей с ускорителями позволили мне накопить нужное количество стали. Дальше осталось чуть-чуть бетончика, и мы идем устанавливать платформу. Изи, космическая платформа. Ой. Сложно, ничего не понятно.
Вот красота. Какая нахуй деталь ракеты? Прогресс ракеты. Не понял. Ладно, тек. Ого, пошла возня, пошла возня. И чё? Чё? Охуела. Построить, ну... Название космической платформы. О! Что происходит? Полетела. Иди. Часов 20-30 ушло. Вообще, копейки. Сущие копейки. Жесть, а как посмотреть-то? А, вот она. Вот она. Моя космическая платформа. Бища. И пользоваться. Так, у меня есть 10 фундаментов, я могу строить. Вообще ничего не понимаю, как пользоваться этой платформой. Мне нужен гайд, подождите. Ничего не понимаю. Ладно, я разберусь в следующий раз. Все, на этом все. Если что, я наиграл на этом сохранении 22 часа, день в факторию это 7 минут, поэтому получается почти 200 дней. Что могу сказать? Прикольно. Я люблю, когда в игре оставляют простор для автоматизации, но, пожалуй, целые игры, посвященные только этому, это перебор. Хотя мне зашло. И, скорее всего, я сделаю продолжение для вас, ведь мы с вами даже половины контента в игре не пощупали. Так что давайте, нагоните вялого актива на этот видос, чтобы навсегда заклеймить меня Майнкрафт-блогером, и я до конца своих дней снимал для вас только Майнкрафт. К слову об активе. Очень хочется поблагодарить вас, малышки, за прошлый видос. Я, конечно, знал, что он залетит, но не думал, что он настолько. Было очень много приятных комментов с советами, с поддержкой, с пожеланиями и прочим. Так что да, пока я не зажавшийся ютубер-миллионник, я, может, и не на все комменты отвечаю, но однозначно все читаю. Так что давайте, добро, обнял, приподнял, поцеловал.